В этом видео покажу, как я делала маленькую сову. Такая фигурка может отлично вписаться в различные новогодние украшения в виде панно, букетов, настольных и других композиций. Привет, меня зовут Лилия, и вы на канале Лилия DIY Art Stories. Для основы туловища взяла пенопластовую фигурку в виде яйца. Его размер 9 на 7 см. Не обязательно использовать именно такую фигурку. Основу можно сделать самому из смятой бумаги и фольги. Примерно так, как делаю этот шарик из фольги. Только для экономии фольги внутрь можно вложить небольшой комок смятой бумаги, а уже затем оборачивать фольгой в несколько слоев. Добиваюсь нужного размера и немного сплющиваю с одной стороны. Размер шарика получается около 5 см. С помощью зубочистки и термоклея соединяю две заготовки. При этом голову слегка отклоняю от вертикальной оси туловища. Чтобы сделать плавный переход от туловища к голове, обматываю заготовку бумажным скотчем. Туловище буду обматывать вот такой пушистой пряжей, она называется панда. Для закрепления пряжи использую термоклей. Такую пряжу я когда-то покупала в магазине Fix Price. Фигурку обматываю снизу вверх по спирали. Если у вас нет возможности использовать именно такую пряжу, то можно подобрать какую-то другую пушистую пряжу. Или же использовать мех, нарезав его полосками шириной примерно 1 см. И обматывать по этой же схеме. Получилось вот так. Из фетра вырезаю прямоугольник размером 6 на 12 см. На одной короткой стороне скругляю два угла. Из белого меха вырезаю точно такую деталь. И склеиваю вместе фетровую и меховую детали. Это будет хвост совы, который я приклеиваю, располагая под самым основанием головы. Чтобы придать хвосту некоторую изогнутость, подклеиваю его боковые стороны к туловищу. Из фетра вырезаю два одинаковых прямоугольника размером 6 на 9 см. Складываю их вместе и подрезаю короткую сторону, углубляясь с одной стороны примерно на 8 мм. Противоположный угол скругляю. Обвожу на мех получившиеся заготовки и вырезаю. А затем склеиваю фетровые и меховые детали. Это будут крылышки. Крылья приклеиваю на туловище, заводя по 1 сантиметру за край хвоста.
Из глины, которая застывает на воздухе, делаю клюв и оставляю на пару часов высохнуть. Это можно сделать в самом начале работы, чтобы когда вы подойдете к моменту наклеивания клюва, он уже был готов. Вместо такой глины можно использовать детский полимерный пластилин, который застывает на воздухе. Окрашиваю клюв в черный цвет. Я пользуюсь маркером, но можно использовать любые подходящие краски, например, акриловую, или тот же лак для ногтей, если он у вас есть черного цвета. Клюв приклеиваю таким образом, чтобы голова совы была слегка повернута вправо. Для глаз использую вот такие прозрачные кабошоны диаметром 1,5 см. Когда-то покупала их на AliExpress. Обвожу на плотную бумагу, рисую зрачки и раскрашиваю маркерами. Кабошоны приклеиваю с помощью клея Момент Кристалл прозрачный. И только потом вырезаю. Из меха вырезаю 2 квадратика 1,5 на 1,5 см. Расправляю мех, располагая от центра в разные стороны. И наклеиваю в центр глазки. И теперь приклеиваю глазки на место. Над клювом немного подрезаю мех. На меховой полоске шириной 1,5 см вырезаю небольшие зубчики. Полоску наклеиваю на туловище в основание головы. И теперь нужно сделать ножки. Для этого взяла проволоку толщиной 1 мм. Сгибаю проволоку сначала на 3 мм, затем отступаю 2 см и, отступив от последнего сгиба 3 см, отрезаю. Получается вот так. Делаю 3 одинаковые заготовки. И одна заготовка будет с параметрами 3 мм, 1,5 см и 5 см. Бумажным скотчем сматываю все заготовки. Получается вот такая лапка. Толстой пряжей молочного цвета обматываю каждый палец, но не до конца. Оставляю 3 мм, чтобы сымитировать когти. Чтобы получилось немного толще, обматываю в 2 слоя. Также обматываю ножку.
Получилась вот такая ножка. Делаю таких, конечно же, 2. Верхние части ножек дополнительно обматываю пряжей панда. Определяю место и приклеиваю ножки к туловищу. А теперь немного раскрашиваю сову, добавляю небольшие штрихи черным маркером. Получился вот такой маленький совенок. Такой фигуркой можно украсить различные зимние композиции, что я и сделаю в своей следующей работе. Благодарю всех за добрые комментарии, которые вы оставляете. Я читаю все и стараюсь ответить на все комментарии с вопросами. Если понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и напишите несколько слов. Это помогает в продвижении и ролика, и развитии канала. Всем спасибо за внимание и, как всегда, жду на своем канале.